Сейчас поменяю одну деталь, и вы будете просто в шоке. Можно сказать, что Бог выбирает тех, кого мы исключаем. Ну, странно же, правда? Может, вообще мы неправильно составляем список гостей, если Он приглашает тех, кого мы уже вычеркнули. Почему история самарянки самая радикальная в Библии? В последнее время я заметил какой-то хейт в сторону женщин, что они не то, что там, грубо говоря, они едва-едва вообще заслуживают спасения, что бы они ни делали, и они вообще не имеют права даже что-то делать. А особенно если прошлое сложное какое-то и так далее. История самарянки топ-5, наверное, топ-5 по цитируемости. Не знаю, может даже топ-3. А может вообще топ-1, не знаю. Но у меня ощущение, что я миллион раз слышал эту историю. А что, если мы ее читаем неправильно? Я сейчас в течение 10 минут вам расскажу кое-что. Вот прям минут 5 даже, и вы об этом узнаете. А в конце видео вы будете удивлены тем, что узнали в течение этих 10 ближайших минут. И Иисус говорит ей, это, если что, Иоанна 4 глава, можете перечитать это место, это точно у нас одна и та же Библия. Смотрите, Иисус говорит ей, пойди, позови мужа твоего и приди сюда. Что делает самарянка? Она говорит, у меня нет мужа. Давайте, опять же, лучше прочту. Женщина сказала в ответ, у меня нет мужа. Иисус говорит ей, правду ты сказала, что у тебя нет мужа? Ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала. Приходит женщина к Иисусу, он с ней общается один на один. Это само по себе уже табу. Нельзя один на один общаться, а еще с самарянкой. А еще, прикиньте, он сидит, общается с ней один на один. Я думаю, что из вас наверняка все, или почти все знают, что иудеи и самаряне враждовали сотни лет. Были вопросы, они были не согласны во многом друг с другом. Они много вреда причинили друг другу. Потому что иудеи считали, что самаритяне, полукровки, не те евреи, вообще непонятно кто. К ним относились как ко второму сорту. Иисус приходит и нарушает сразу 3 табу, скажем так, этнические, религиозные, и, наверное, гендерные, что ли. Уже это слово как-то прижилось, хотя мне оно как-то не очень нравится. Сейчас поменяю одну деталь, и вы будете просто в шоке. Смотрите, а что, если бы к Иисусу в Самарии пришел мужчина, а не женщина? Давайте-ка чуть-чуть раскрутим эту тему. И Иисус говорит ему, иди позови свою жену. Он с ним общается, вместе сидят, разговаривают. А он говорит, Иисус, знаешь, нет у меня жены. Он говорит, знаю, вот у тебя было 5 жен, а сейчас у тебя любовница. Сомневаюсь, что он такой, да, Иисус, ты вот обо мне все знаешь. Я не знаю, чем бы закончилась эта встреча. Но женщина, она открыла свое сердце. Понимаете, о чем я хочу сегодня говорить? О роли женщин. О какой-то непонятно заниженной роли на сегодня. Но они сыграли в свое время, разные женщины, такие ключевые роли. Мужчины бы их не смогли бы сыграть просто. Они уже свое и так сыграли. И я хочу баланс некий выставить между мужчинами и женщинами. Не все так однозначно, как иногда нам кажется, как мы думаем. Я не знаю, что бы мог сделать мужчина. Давайте не будем фантазировать, как бы он поступил. Возможно, обозвал бы Иисуса какими-то словами, там еще что-то. Давайте не об этом. А просто как факт, что женщина открыла свое сердце для Иисуса. Мы настолько привыкли к каким-то скриптам мужчина-женщина, сами себе эти настроили. По-другому не скажу, кроме как скрипты, которые я, когда программирую за компьютером, я пишу. И мы настолько настроились почему-то, что мужчины это, женщины это. Хотя написано, что нет ни мужского пола, ни женского. У Бога все по-другому. Почему Библия говорит одно, а мы часто думаем другое?
Что на нас так повлияло? Я не знаю. Но мы иногда не туда сворачиваем. Друзья, мы иногда идем не туда. Самарянка первая узнала, что Иисус Мессия, первее всех апостолов, учеников. Иисус доверил самарянке главную тайну. Он никому не говорил до этого. А второе, о всепоглощающей, всепрощающей любви Божьей к людям. В наше время, если бы самарянка бросила пятого и жила с шестым, не буду я продолжать эту тему. А Иисус один на один с ней сидел у колодца, разговаривал. А потом она только бежала, орала по всем улицам. Идите сами убедитесь, что там Мессия, что там Христос. Если бы эта самарянка перенеслась в наше время, спустя 2000 лет назад, и пришла в церковь служить, сказала, я хочу быть евангелистом, и рассказала свою историю, это была бы другая история. Слава Богу, что она жила в то время, когда сам Иисус был на земле. Можно сказать, что Бог выбирает тех, кого мы исключаем. Ну, странно же, правда? Может, вообще мы неправильно составляем список гостей, если Он приглашает тех, кого мы уже вычеркнули. Пересмотреть бы нам за собой, за своей жизнью, за своим отношением. Я больше сейчас уже к мужчинам. Оглянитесь вокруг себя, кто рядом с вами. И если ты уже думал, что ты такой крутой, что ты мужчина, а там вот эта женщина, притормози у колодца, я тебе скажу. Будь третьим. Вот когда самарянка пришла к Иисусу, к колодцу, посиди рядом, послушай, что Он ей сказал и как. Что Он делал. Это возможно. Просто открой Иоанна 4 глава и зацени. Женщина, она такая, да, я грешница, я поняла, ты мне все сказал. А для мужчины это скорее, в характере современных мужчин, по крайней мере, скорее как оправдание было бы. Что, это не жена, я не могу ее привести тебе. Абсолютно разное восприятие мира, правда? Абсолютно разное. И именно женщина начала разговор с Иисусом. Именно женщина открылась Ему. Именно женщина признала, кто она на самом деле, какая она на самом деле. А что дальше делает эта женщина? Вы смотрите, были же апостолы с ним, ученики на тогда еще, да? Кто из них пошел в Самарию проповедовать? Они там ходили же за едой, пошли, пришли. Хоть одному они что сказали? Нет. Что сделала самарянка? Она собралась и бегом в город. Она бежала по своим улицам, где ее знали как облупленную. И знали не с хорошей стороны. Ей стыдно было выходить на улицы, может быть, дневное время. Она даже пошла к колодцу в обед, когда никого нет, чтобы ее никто не видел. Она бежит и кричит, там Мессия, там Иисус. Он мне все рассказал обо мне. Вы прикиньте, Он ей самой первой сказал, что Он Мессия. Самой первой, не апостолом. Он пришел к своему врагу, грубо говоря, к падшей женщине, и сказал, что Он Мессия. Может, вы мне не поверите? Давайте-ка я специально эти места себе сохранил. Прочитаю. Иоанна 4, 25, 26. Женщина говорит ему, знаю, что Мессия, то есть Христос, придет. Когда Он придет, то возвестит нам все. И Иисус говорит ей, это я, который говорю с тобою. Что вы на это скажете? Можете поставить видео на паузу и немного подумать. Как это? Итак, женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям, пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос? И многие самаряне из того города уверовали в него по слову женщины. И я хочу ободрить тех женщин, которые изранены, у которых все сложно. И они признали, что Иисус, Ты сказал мне все. И если вы слышите свой адрес, что
вы недостойны, вы не то, вы не то. Иисус о вас думает по-другому. Почему многим не нравится позиция, которую я озвучиваю сейчас? А позиция моя такая, что и мужчины, и женщины, они могут служить Богу одинаково. Зачастую эффективность женского труда, он выше мужского. В целом у женщин по-другому работает вот здесь все. Может быть, более острый ум, более скорые, интуитивные в каких-то моментах и так далее. И когда мы можем сказать, что вот нам не нужна женщина, вот мужчины сами справятся, вот женщины тут нельзя, им так, не так, и тут не так. Друзья, мы нарушаем Божий замысел вообще в целом для людей. А какая библейская история вас зацепила? Делитесь своими историями, будет очень интересно. Всем добра.